Папка ударила Анну Ковалеву в грудь и рассыпалась по мокрому линолеуму, будто кто-то вытряхнул на пол ее последние месяцы жизни. В ординаторской военного клинического госпиталя в Красногорске сразу стало тихо. Даже старый холодильник с лекарствами будто перестал гудеть. За окном висел тяжелый мартовский снег, липкий, серый, упрямый. Полковник медицинской службы Павел Ильич Сорокин стоял перед ней с красным лицом и белыми костяшками пальцев. Он не кричал громко. От этого было хуже. «Вы больше здесь не практикуетесь. Забирайте вещи и уходите, пока я не написал рапорт туда, где вам окончательно закроют дорогу в медицину». Анна наклонилась за листами. На одном остался след его ботинка. Внутри нее поднялась привычная холодная пустота, знакомая еще с полевых палаток Подмулина. Никто не вступился. Молодые врачи смотрели в телефоны. Медсестры делали вид, что пересчитывают ампулы. Только фельдшер Люба тихо прошептала: «Аня, не надо спорить». Анна подняла папку, сняла бейдж и положила его на стол. Она еще не знала, что через несколько минут именно этот бейдж найдут в снегу рядом с человеком, которого страна привыкла видеть только на парадах и закрытых совещаниях. Анна вышла через служебный вход, где курили водители санитарных машин и пахло мокрой солью. Во дворе чернели сугробы, истоптанные сапогами. В кармане халата лежали 5000 рублей, ключи от комнаты в общежитии и сложенная фотография отца. На фотографии майор Виктор Ковалев стоял у березовой посадки, молодой и угрюмый. На обороте было написано: «Не бойся делать правильно, даже если рядом молчат». Анна носила снимок как занозу, которую не решалась вынуть. Сорокин уволил ее не за ошибку. Ошибку допустил он. Накануне она обнаружила, что в журнале закупок числятся препараты, которых в отделении давно не было. Не хватало расходников, просроченные наборы перекладывали ближе к стене, а отчеты выглядели безупречно. Анна спросила прямо. При свидетелях. Слишком прямо. Через час ее вызвали к заведующему. Ей напомнили, что она всего лишь ординатор после службы в войсках, без московских связей и с неудобной биографией. Она дошла до ворот, когда за спиной завыла сирена. Сначала одна, потом сразу несколько. Черные машины въехали во двор так резко, что охранник выронил журнал пропусков. Из первой машины выскочил офицер с мокрым лицом и сжатым автоматом у груди. Двое санитаров уже бежали к ним с носилками, но офицер оттолкнул одного плечом, не узнавая своих от чужих. На носилках лежал пожилой мужчина в темном пальто. Его лицо было серым, губы синели, рука бессильно свисала вниз. Анна увидела короткую стрижку, старый шрам у виска и орденскую планку под расстегнутым воротником. Она узнала его не сразу. Потом внутри что-то щелкнуло. Генерал армии Роман Сергеевич Лавров. Человек, чье имя произносили вполголоса даже те, кто не любил власть. Легенда генерального штаба, прошедший Афганистан, Северный Кавказ и годы закрытых командировок. Сорокин выбежал из центрального входа уже в чистом халате. На его лице появилась не тревога, а особая начальственная собранность, которую включают перед важными свидетелями. «В реанимацию! Быстро!» — приказал он. Анна остановилась у ворот. По правилам ее здесь уже не было. По документам она уже стала посторонней. Но генерал судорожно втянул воздух, и грудная клетка у него поднялась только с одной стороны. Анна почувствовала, как исчезает обида. Остался только диагноз — жестокий и ясный. Носилки застряли у пандуса. Охрана не понимала, кому подчиняться. Водитель второй машины кричал, что приступ начался на подъезде к госпиталю. Кто-то звал реаниматолога, кто-то требовал кислород. Анна сделала шаг назад, потом вперед. У генерала не было обычного сердечного приступа. Его дыхание звучало коротко, с влажным свистом, но правый бок грудной клетки оставался неподвижным. Под ключицей кожа натянулась странно, слишком резко. Это мог быть напряженный пневмоторакс после старой травмы, спровоцированный резким скачком давления или недавней процедурой. Сорокин не смотрел на грудь. Он требовал дефибриллятор, как будто громкое слово могло заменить осмотр.
Медсестра выбежала с аппаратом и тут же побледнела. «Павел Ильич, он не запускается, аккумулятор не держит. Несите второй. Второй на поверке. Вы сами подписали». На секунду во дворе стало слышно, как снег шлепает по козырьку. Анна вспомнила вчерашний журнал с пустыми строками и красивыми печатями. Вот она, цена бумаги, лежащая на носилках и хватающая ртом воздух. Сорокин резко обернулся и увидел ее. «Уберите эту женщину с территории», — сказал он охране. Анна уже расстегивала мокрый халат. Офицер охраны перехватил ее у носилок. Не грубо, но крепко. Его пальцы впились в рукав, и Анна увидела на его запястье старый армейский ожог. «Я врач», — сказала она. «Вас только что выгнали», — процедил Сорокин. «Вы не врач здесь. Вы никто». Эти слова попали точнее папки. Анна на мгновение увидела не двор госпиталя, а темный коридор в военном городке под Ельней, где мать стояла у окна после похорон отца. Тогда соседи тоже молчали. Все знали, что майор Ковалев погиб не так, как было написано в справке, но никто не хотел связываться. Молчание в России бывает тяжелее приговора. Генерал Лавров закашлялся без звука. Его глаза открылись, но взгляд не держался ни за кого. Это был взгляд человека, который уходит, уже слыша издалека чужие голоса. Анна выдернула руку. У него давление в грудной клетке. Если сейчас не выпустить воздух, вы довезете до реанимации труп. Сорокин шагнул ближе. «Еще одно слово, и я вызову военную прокуратуру». Анна посмотрела на него спокойно. «Вы можете вызвать кого угодно, но сначала дайте ему дожить до вашего звонка». В машине сопровождения кто-то нашел аварийную аптечку. Анна схватила перчатки, спиртовые салфетки и толстую иглу от инфузионного набора. Офицер снова поднял руку, но на этот раз не остановил ее. «Кто вы такая?» — спросил он уже иначе. «Старший лейтенант медицинской службы в запасе. Ковалева Анна Викторовна». Это звание прозвучало во дворе неожиданно твердо. Несколько человек повернули головы, Сорокин тоже услышал, но усмехнулся. Запас не дает права резать генералов у подъезда. Анна не ответила. Она разорвала упаковку зубами, потому что пальцы замерзли. В полевых условиях она делала похожее под минометным обстрелом, когда палатка ходила ходуном от взрывной волны. Тогда у нее умер 19-летний контрактник, потому что командир ждал разрешения сверху. После того случая Анна обещала себе, больше она не будет ждать разрешения там, где счет идет на вдохе. Она нащупала межреберье. Генерал дернулся. Лицо его стало почти восковым. «Держите его плечика», — сказала Анна офицеру. «Не смейте!» — выкрикнул Сорокин. Офицер посмотрел на генерала, потом на Анну. И впервые за эти минуты выбрал не должность, а жизнь. Игла вошла трудно, будто тело сопротивлялось еще одной чужой воле. Анна почувствовала этот короткий провал тканей и почти сразу услышала сухой свист выходящего воздуха. У генерала дрогнула грудь. Потом он вдохнул глубже, с хрипом, как человек, вынырнувший из ледяной воды. Во дворе никто не сказал ни слова. Только санитар перекрестился, быстро и неловко, будто испугался собственного жеста. «Кислород», — приказала Анна. «И немедленно в операционную. Не в кабинет заведующего. В операционную». Сорокин побагровел. «Кто вам дал право командовать моим персоналом?» «Его состояние», — сказала она. Генерал открыл глаза. Взгляд у него был мутный, но цепкий. Он увидел Анну, ее мокрые волосы, дрожащие руки, разорванный пакет от иглы. Потом заметил на снегу упавший бейдж. Офицер поднял бейдж и протер большим пальцем. «Анна Викторовна Ковалева, ординатор», — прочитал он. Сорокин выхватил бейдж. «Бывший ординатор». Генерал попытался что-то сказать. Получился только шепот. Но все наклонились. «Не бывший», — произнес он. «Пока я жив, не бывший». Эти слова не отменяли увольнение. Но они меняли расстановку страха. Операционная встретила Анну запахом хлоргексидина и горячего пластика. Она не имела права входить туда после приказа Сорокина.
Но полковник из сопровождения сказал коротко: «Она остается». В России это иногда звучит сильнее любой печати. Сорокин вынужден был уступить. Он надел маску, но глаза над ней оставались злыми. Ему нужна была не только спасенная жизнь генерала. Ему нужно было, чтобы спасение выглядело его заслугой. Анна заметила, что в шкафу отсутствуют нормальные дренажные наборы. Вместо них лежали старые, с потрескавшимися трубками. На упаковках были свежие наклейки, но под ними проступали другие даты. Она ничего не сказала. Пока. Во время процедуры Лавров несколько раз терял сознание. Анна держала зажим, подавала инструменты и следила за показателями. Ее никто не благодарил, но медсестра Люба, проходя рядом, тихо коснулась ее локтя. Это было больше благодарности. Когда генерала перевезли в реанимацию, Сорокин снял перчатки и бросил их в бак. «Все, Ковалева, ваш спектакль закончен». Анна посмотрела на шкаф с расходниками. «Нет, Павел Ильич, кажется, он только начался». К вечеру снег перешел в мелкий ледяной дождь. Анна сидела в комнате для младшего персонала, где пахло дешевым чаем и мокрой шерстью. Ей никто официально не разрешал оставаться, но никто и не решался выгнать. На столе перед ней лежала объяснительная. Сорокин требовал написать, что она самовольно вмешалась в лечебный процесс, подвергла пациента опасности и действовала в состоянии нервного возбуждения. Формулировки были готовые. Ей оставалось только подписать собственное уничтожение. Люба принесла стакан кипятка и 2 галеты. «Не подписывай», — сказала она. «Он тебя потом все равно съест». «А тебя?» Люба отвела глаза. У нее сын учился в платном техникуме. Муж после аварии ходил с палкой. Она работала за 2 и боялась каждого сокращения. «Меня он уже давно ест», — тихо ответила она. «Просто маленькими кусками». Анна взяла ручку, но не подписала. Вспомнила генерала, его шепот и старые наклейки на упаковках. За дверью послышались шаги. Не Сорокина. Тяжелые, военные, уверенные. В комнату вошел тот самый офицер сопровождения и положил на стол ее бейдж. Офицера звали Алексей Михайлович Громов. Подполковник, помощник генерала Лаврова, человек с лицом, на котором слишком долго жили усталость и недоверие. «Роман Сергеевич проснулся», — сказал он. Первое, что спросил, где врач Ковалева. Анна почувствовала не радость, а опасность. Когда человек такого уровня произносит твою фамилию, это может спасти. А может раздавить, если вокруг начнут искать удобную версию. Его состояние стабильное? Пока да. Но он хочет видеть вас. Сорокин появился в дверях почти сразу, будто стоял за углом. Пациент в реанимации. Посторонним вход запрещен. Громов медленно повернулся. Она не посторонняя. По моему приказу она отстранена. Ваш приказ будет проверен. Эти слова зависли над столом, как ледяная сосулька перед падением. Сорокин побледнел не сразу. Сначала у него дрогнула щека. Потом он улыбнулся слишком вежливо. «Проверяйте. У нас образцовый госпиталь». Анна увидела на его руке маленькое пятно чернил. Таким же цветом были исправления в журнале закупок. Впервые она поняла, что речь не только о ее карьере. Кто-то годами подписывал пустоту, пока люди лечились остатками. В реанимации было тихо, как в заснеженном лесу. Аппараты мигали зелеными точками, трубки шли к телу генерала аккуратными линиями. Роман Сергеевич лежал с закрытыми глазами, но когда Анна подошла, сразу заговорил. «Ваш отец служил в Ельне?» Анна замерла. «Служил. Виктор Ковалев?» Она не ответила. Внутри поднялась старая боль, не громкая, а въедливая. После гибели отца мать 5 лет ходила по инстанциям, получая одинаковые ответы на серой бумаге. Обстоятельства установлены, оснований для пересмотра нет. Генерал открыл глаза. Я знал его. Недолго. Он был упрямый человек. Поэтому и погиб? Вопрос вырвался слишком резко. Анна уже пожалела, но Лавров не обиделся. Он долго смотрел в потолок. Он погиб потому, что сказал правду раньше, чем нашлись те, кто готов был ее услышать. Анна почувствовала, как холодеют ладони.
Вы знаете больше, чем написано в деле». Генерал закрыл глаза. Его голос стал почти неслышным. «Да. И поэтому меня сегодня привезли именно сюда, не случайно. За стеклом реанимации кто-то прошел слишком медленно и остановился возле двери. Анна вышла в коридор и увидела Сорокина у поста медсестры. Он делал вид, что читает карту, но лист держал вверх ногами. Рядом стоял незнакомый мужчина в гражданском пальто, сухом и дорогом, будто дождь обходил его стороной. Мужчина представился Игорем Борисовичем Тарасовым, заместителем директора медицинского департамента округа. Он улыбался не глазами, а губами. «Анна Викторовна, ситуация неприятная, но поправимая. Вы молоды. Карьеру можно сохранить, если не делать резких движений». Он говорил мягко, почти отечески. Именно так в кабинетах ломают людей, не повышая голоса. «Какие движения вы считаете резкими?» — спросила Анна. «Публичные обвинения, непроверенные сведения, попытки очернить руководство госпиталя после личного конфликта». Сорокин стоял чуть позади и молчал. Теперь стало ясно. Он не вершина этой истории. Он только удобный исполнитель. Тарасов положил на подоконник конверт. Компенсация за моральный ущерб и направление в гражданскую клинику в Перми. Хорошее место. Тихое. Анна смотрела на конверт. Там могла быть новая жизнь без войны, без допросов, без ночных звонков. Потом из реанимации донесся кашель генерала. Очень слабый, но живой. Анна не взяла конверт. Ночью госпиталь изменился. Днем он казался строгим учреждением, ночью стал старым советским кораблем, в котором по трубам ходили чужие тайны. Лампы мерцали, в коридорах пахло пылью и лекарствами. Анна знала. Утром документы исчезнут. Журналы перепишут, упаковки заменят, свидетели вспомнят детей, ипотеку и больных матерей. Она нашла Любу в процедурной. Та сидела на табурете и штопала карман халата. «Мне нужен доступ в архив закупок». Люба посмотрела на дверь. «Ты понимаешь, что он меня уволит?» «Понимаю». Они молчали долго. Потом Люба достала из кармана связку ключей. «Мой отец после инсульта здесь лежал. Ему тоже сказали, что лекарства нет. Мы сами покупали. А по документам ему капали все положенное. В подвале было сыро. Стеллажи стояли под трубами отопления. На папках расплывались старые штампы. Анна фотографировала накладные на телефон. Одни и те же подписи, повторяющиеся партии, фиктивные поставки. В последней папке она нашла фамилию отца. Не в медицинских отчетах. В акте внутренней проверки 15-летней давности, закрытой после его гибели. Акт был тонкий, всего 8 страниц. Но каждая страница будто сдирала с Анны старую кожу. Майор Виктор Ковалев когда-то обнаружил похожую схему в военном санатории под Смоленском. Списанные препараты, фиктивное оборудование, подписи умерших пациентов. Среди членов комиссии значилась молодая фамилия — капитан медицинской службы Павел Сорокин. Анна перечитала строку несколько раз. Тогда Сорокин не был заведующим. Он только начинал подниматься и уже умел молчать правильно. В папке лежала копия рапорта отца. Последний абзац был подчеркнут. В случае прекращения проверки ответственность за возможные жертвы ляжет на должностных лиц, покрывающих хищение. Через 2 недели Виктор Ковалев погиб на учебных стрельбах. Официально щащи. Несчастный случай из-за нарушения техники безопасности. Люба стояла рядом и плакала без звука. «Аня, это надо отдать сразу наверх». «Кому наверх?» — спросила Анна. «Тем, кто 15 лет сидел наверху?» В этот момент за дверью подвала щелкнул замок. Они обе обернулись. Снаружи кто-то опустил засов, хотя в госпитале такими дверями давно никто не пользовался. В подвале быстро становилось холодно. Старые стены тянули сыростью, а телефон почти не ловил связь. Люба стучала в дверь ладонью, но ответом было только глухое эхо. Анна присела у стеллажа и заставила себя дышать ровно. Паника всегда приходит первой и предлагает самые плохие решения. «Есть другой выход?» — спросила она. «Был технический коридор к прачечной.
прошептала Люба. «Его вроде заложили». Они нашли узкую дверь за коробками с архивными халатами. Ручка проржавела, но поддалась после нескольких ударов металлической стойкой. За дверью тянулся низкий проход, где пахло мокрым бетоном и мышами. Анна ползла первой, прижимая к груди папку с документами. В какой-то момент телефон ожил и показал одно деление. Она успела отправить Громову 3 фотографии и короткое сообщение. «Если пропаду, ищите в архиве закупок». Ответ пришел почти сразу. «Где вы?» Она не успела написать. Сверху раздались голоса. Кто-то вошел в подвал и ругнулся. Они ушли через старый ход. Люба схватила Анну за рукав. Впереди показался слабый свет прачечной, но между ними и светом уже двигалась чья-то тень. Тенью оказался старик-санитар Николай Степанович, которого все считали почти частью инвентаря. Он работал в госпитале с 90-х, ходил медленно, пил чай из граненого стакана и никогда не вмешивался. «Быстрее, девки!» — прошептал он, «пока они думают, что я глухой». Он вывел их через прачечную к запасной лестнице. В руках у него была старая связка ключей, перемотанная изолентой. «Почему помогаете?» — спросила Анна. Старик не сразу ответил. Потом остановился возле облупленной стены, где когда-то висела доска почета. «Ваш отец мне жизнь спас. В 99-м. Я тогда в санчасти работал. Попал под обстрел колонны. Он меня на себе тащил. А я потом молчал, когда про него врали. Его губы дрогнули. Хватит мне молчать». На первом этаже уже слышались быстрые шаги. Анна спрятала папку под халат. Люба вытерла лицо рукавом и снова стала обычной уставшей медсестрой. У выхода их ждал Громов с 2 офицерами. Лицо у него было каменное. «Роман Сергеевич требует закрыть госпиталь на внутреннюю проверку», — сказал он. Сорокин стоял в конце коридора и понял, что ночь перестала быть его союзницей. Утро пришло тусклым, с мокрым снегом и серым небом над корпусами. В актовом зале, где обычно проводили лекции о профилактике выгорания, теперь сидели врачи, офицеры, сотрудники проверочной группы и люди в гражданских костюмах. Сорокин говорил уверенно. Он показывал бумаги, ссылался на регламенты, называл Анну эмоционально нестабильной. Даже спасение генерала он описывал как рискованное вмешательство, допущенное в условиях организационной неразберихи. Анна слушала и не перебивала. Она держала на коленях папку отца. Рядом сидела Люба, бледная, но прямая. Николай Степанович стоял у двери, как часовой без формы. Потом в зал вошел Лавров. Его везли в кресле под пледом с дренажной трубкой под халатом. Врачи бросились возражать, но он поднял руку. В этом движении еще оставалась привычка командовать теми, кто привык командовать другими. «Докладываю», — сказал генерал хрипло. «Если бы не Ковалева, я бы сейчас лежал не здесь». Сорокин попытался улыбнуться. «Роман Сергеевич, никто не отрицает ее участие». «Вы отрицаете главное», — перебил Лавров. «Что она сделала это вопреки вашей трусости?» В зале стало так тихо, что слышно было, как капает вода с чьего-то зонта. Анна поднялась не сразу. Ей вдруг стало тяжело говорить. Не от страха. От того, что каждое слово теперь касалось не только живых, но и мертвых. Она положила на стол копии накладных, фотографии просроченных наборов, акт 15-летней давности и рапорт отца. Бумаги выглядели скучно. Именно так обычно выглядит зло, когда с него снимают красивые слова. Тарасов, сидевший у окна, впервые потерял мягкую улыбку. «Эти документы требуют экспертизы», — сказал он. «Будет экспертиза», — ответил Громов. «Уже назначено». Люба рассказала про лекарства, которые пациенты покупали сами. Николай Степанович — про старые партии, которые заставляли переклеивать по ночам. Молодой врач из кардиологии вдруг встал и признался, что дефибриллятор не работал уже месяц, но заявки возвращались с пометкой «нет срочности». Сорокин смотрел на них с удивлением человека, который привык, что страх прочнее совести. Когда Анна закончила, Лавров попросил принести папку ближе. Он провел пальцем по подписи Виктора Ковалева. «Ваш отец был прав», — сказал он. «И мы все опоздали признать это.
Анна впервые за много лет не смогла удержать слезы, но не опустила головы. Проверка длилась 3 месяца. Госпиталь не закрыли, потому что больных некуда было переводить. Но несколько кабинетов опечатали, склады пересчитали, а люди, годами говорившие шепотом, внезапно начали писать заявления. Сорокина сняли с должности. Тарасов ушел на больничный, потом исчез из открытых списков ведомства. Анна понимала, справедливость в России редко приходит чистой и полной. Чаще она приходит частями, с задержкой, с пятнами на бумаге. Ее восстановили в ординатуре приказом, составленным сухо и без извинений. В коридоре многие здоровались осторожнее, чем раньше. Некоторые отводили глаза. Виноватыми выглядели даже те, кто просто боялся. Любу перевели старшей медсестрой. Николай Степанович получил благодарность и впервые за много лет надел старый пиджак с медалью «За отвагу», которую держал дома в коробке из-под конфет. Генерал Лавров выздоравливал медленно. Он часто сидел у окна палаты и смотрел на березы за забором. Однажды он попросил Анну принести фотографию ее отца. Долго рассматривал ее и сказал: «Я не могу вернуть ему имя полностью, но могу перестать прятать свое молчание». Осенью Анна приехала в Ельню, где на краю старого военного кладбища стоял скромный памятник Виктору Ковалеву. Мать шла рядом молча, в темном платке, держа в руках гвоздики. За ними Лавров с тростью, Громов, Люба и Николай Степанович в начищенных ботинках. Комиссия пересмотрела обстоятельства гибели майора. Не все было названо вслух. Не все фамилии прозвучали. Но в личном деле появилась новая запись. Действовал добросовестно, пытаясь предотвратить преступные нарушения. Для чужих это была канцелярская строка. Для Анны позднее тяжелое дыхание правды. У могилы мать коснулась холодного камня. «Витя, она все-таки стала врачом», — сказала она. Анна не ответила. Она смотрела на березы, желтые и тихие, и понимала, достоинство не всегда побеждает громко. Иногда оно просто не отступает, даже когда его выгоняют за ворота под снег. Позже Лавров предложил ей должность в своей медицинской группе. Анна отказалась от личной привилегии и осталась в госпитале, где было труднее. Там еще нужно было лечить не только тела, но и привычку молчать. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий и поделитесь этим видео.